Вы можете попасть почти куда угодно. В музей, в национальную библиотеку, в архив своего города. Иногда для публики открывают даже бывшие закрытые объекты. Но есть место, куда не попадет почти никто. Под самым маленьким государством мира на 85 километров тянутся бесконечные ряды стеллажей. Старые донесения, личные письма монархов, судебные дела и документы, которые пережили целые империи. И вот главный вопрос. Если там действительно только бумага, почему ее охраняют так, будто она опасна не для прошлого, а для настоящего? Сегодня 5 архивов Ватикана, которые до сих пор не открыли полностью. Когда люди слышат фразу «секретные архивы Ватикана», они обычно представляют подземелья, бронированные двери и книги, которые нельзя даже называть вслух. Реальность на первый взгляд скучнее. Официально это не склад мистики. Это гигантский архивный комплекс Святого Престола. Километры стеллажей, тысячи связок документов, материалы за многие века, письма королей, донесения нунциев, судебные записи, переписка понтификов. Но именно здесь начинается странное. Много лет весь мир знал это место под названием Archivio Segreto Vaticano, секретный архив Ватикана. Потом название изменили, теперь Апостольский архив Ватикана. Формально все просто. Слово «сегрето» в старом значении означало не тайный, а личный, частный. То есть архив папы, а не киношное хранилище запретных тайн. Логично. Но звучит слишком удобно. Потому что когда учреждение с такой репутацией внезапно убирает слово «секретный», у публики возникает не меньше вопросов, а больше. Почему именно тогда? Почему вообще понадобилось объяснять то, что столетиями никого не смущало? И главное, если это обычный академический архив, почему попасть туда могут единицы, а значительная часть материалов по-прежнему окружена жесткими ограничениями? Официальная версия всегда выглядит аккуратно, но самые интересные истории начинаются именно там, где все слишком аккуратно. Первая тайна – протоколы Инквизиции. Представьте не легенду, не слух, не позднюю газетную сенсацию, а реальный документ. Стол, печать, подпись, вопрос, ответ. И человек, который понимает, каждое слово может стоить ему свободы, репутации, а иногда и жизни. Одна из самых мрачных тем, связанных с ватиканскими фондами – материалы Инквизиции. Не абстрактное церковное прошлое, а конкретные дела, конкретные имена, конкретные тексты, допросы, доносы, обвинения в ереси, документы по делу Галилея, слепые процесса Джордано Бруно, материалы, где вера, политика и страх сливались в одну систему давления. Именно такие бумаги ломают красивый музейный образ прошлого, потому что перед вами уже не бронзовые статуи святых и не латинские песнопения. Перед вами механика власти. Холодная, бумажная, почти бухгалтерская. Особенно сильно это бьет по воображению, потому что в массовом сознании Инквизиция давно превратилась в миф. Что-то туманное, что-то средневековое, что-то слишком далекое. Но архив делает ее реальной. Не чудовищем из кино, а системой, которая работала через документы. И здесь появляется следующий слой тревоги. Есть версии, что часть материалов об оккультных практиках, запретных учениях, демонологии и внутренних церковных расследованиях веками оставалась фактически недоступной не только для публики, но и для большинства исследователей. Официальное объяснение обычно звучит разумно. Ветхость, реставрация, сложность допуска, правила работы. И это может быть правдой. Но когда один и тот же ответ повторяется слишком часто, он начинает звучать не как объяснение, а как стена. Что именно в этих бумагах опаснее всего? Сами тексты? Или то, насколько спокойно и деловито в них описан механизм подавления любого инакомыслия? Потому что иногда страшнее всего не тайная книга, страшнее обычный протокол. Вторая тайна – родословная Христа. Если есть тема, которая десятилетиями не умирает и каждый раз возвращается сильнее, это версия о земной жизни Христа вне официального догмата. Брак, потомки, линия крови, документы, которые якобы могут это подтвердить. Звучит как идеальный сюжет для дешевой сенсации, именно поэтому он так живуч. У этой версии есть конкретные точки опоры. Прежде всего, апокрифические тексты. Евангелие от Филиппа, Евангелие от Марии, ранние христианские источники, где фигура Марии Магдалины выглядит куда значительнее и ближе к Христу, чем в поздней привычной церковной картине. Именно здесь начинается нерв этой истории. Одно дело вера, другое – отбор текстов. Какие книги вошли в канон? Какие были объявлены второстепенными, опасными или просто неудобными?
Какие толкования исчезли еще до того, как миллионы людей узнали об их существовании? Сторонники версии о родословной Христа утверждают, где-то в закрытых фондах могут лежать фрагменты переписки, ранние свидетельства, генеалогические записи или материалы, которые не доказывают сенсацию напрямую, но делают ее уже не фантазией, а вопросом. Для церкви это опасно не потому, что речь о красивой романтической легенде, а потому что вопрос касается основания власти. Если хотя бы гипотетически допустить, что существовали тексты о семье Христа, о его земной жизни вне догматической рамки, тогда спор шел бы уже не о толковании одной строки, а о том, кто и почему решал, какая версия прошлого станет священной, а какая исчезнет. Есть ли такие документы на самом деле? Никто из тех, кто любит эту тему, не может показать их миру. И в этом вся сила легенды. Она не доказана, но и окончательно не убита. Пока существуют закрытые фонды, всегда будет жить подозрение, что где-то в ящике, под номером, известным лишь нескольким людям, лежит бумага, после которой половину привычных представлений пришлось бы пересмотреть. И Ватикан прекрасно понимает, насколько опасна даже не сама находка, а мысль о ней. Третья тайна – хроновизор. Теперь история, которая звучит настолько безумно, что именно поэтому ее невозможно забыть. Хроновизор. Устройство, которое якобы позволяло видеть прошлое. Легенда связана с именем отца Пелегрино Эрнетти, бенедиктинца, музыковеда и человека, вокруг которого со временем вырос почти фантастический ореол. Суть истории проста и страшна одновременно. Якобы была создана технология, способная не перемещать человека во времени, а наблюдать прошлые события как изображения, не фантазировать о них, не реконструировать, а видеть. Самое странное начинается дальше. Сторонники легенды утверждали, что с помощью такого устройства Эрнетти якобы наблюдал сцены из древнеримской истории, слышал утраченную трагедию Фиест и даже видел распятие Христа. В какой-то момент по этой истории пошел еще и визуальный след. Фотография, которую сторонники хроновизора выдавали за изображение Христа, полученное с помощью прибора. Позже критики назвали ее подделкой, и именно это сделало историю еще сильнее, потому что теперь перед нами уже не просто безумная байка. Перед нами легенда с конкретными деталями, с именем, с предметом, с якобы увиденными событиями, с ошибкой, которая не убила сюжет, а только усилила его. Слишком много для одной истории, слишком смело, чтобы поверить, слишком красиво, чтобы забыть. И вот почему этот сюжет прилип к Ватикану намертво. Если бы подобный проект существовал хотя бы в зачаточном виде, он был бы опаснее любого архива. Потому что архив хранит уже отобранное прошлое, а такая машина якобы позволяла бы обходить отбор, смотреть напрямую, без редактора, без переписчика, без победителя, который написал версию истории для потомков. Разумеется, жестких доказательств нет, но в массовом сознании легенда живет по одной причине – она идеально отвечает на старый человеческий страх. Что если кто-то уже видел правду о прошлом и решил, что остальным этого знать не надо? Четвертая тайна – третье пророчество Фатимы. Некоторые тайны держатся не на слухах, а на слишком долгом молчании. История Фатимы именно такая. В 1917 году в Португалии 3 детей заявили о явлениях Девы Марии. Позже мир узнал о так называемых фатимских тайнах, посланиях, содержание которых стало предметом огромного интереса. Первые 2 части были связаны с войной, страданием, будущими потрясениями, а вот третья десятилетиями оставалась главным магнитом для подозрений. Почему ее не публиковали сразу? Почему вокруг нее росла такая плотная атмосфера тревоги? Почему на протяжении многих лет ожидания этой публикации породили бесконечные версии, от глобальной катастрофы до внутреннего кризиса самой церкви? Потом официальный текст был обнародован. Казалось бы, на этом все. Но нет. Потому что именно после публикации у многих возникло ощущение не завершения, а недосказанности. Слишком поздно, слишком осторожно, слишком удобно истолковано. Появились версии, что обнародована не вся часть, не весь контекст или не тот акцент, который действительно пугал тех, кто читал текст раньше. И здесь особенно важен не сам спор о пророчестве, а то, как работает эффект тайника. Если документ держат под замком слишком долго, люди перестают верить даже тогда, когда им наконец показывают бумагу. Они уже уверены, что видят не все. И, возможно, именно поэтому тема Фатимы до сих пор живет не как завершенная история, а как открытая рана. Пятая тайна – дело тамплиеров. Вот где история становится особенно неудобной, потому что здесь речь уже не о легендах на полях,
о крупной церковной и политической драме, которая изменила Европу. Орден тамплиеров уничтожили в начале XIV века. Их обвинили в ереси, идолопоклонстве, тайных обрядах и преступлениях, которые звучали настолько чудовищно, что сама защита стала почти невозможной. Многие признания были выбиты под давлением, и десятилетиями официальная картина выглядела просто. Тамплиеры были опасны, церковь разоблачила их, история закрыта. Но потом из Ватиканских фондов всплыл один из самых неудобных документов во всей этой истории. Шинонский пергамент. Документ, из которого следовало, что папа Климент V не считал верхушку ордена окончательно осужденной за ересь в том виде, в каком это привыкли представлять позже. Проще говоря, реальная позиция папского двора оказалась куда сложнее, чем упрощенная легенда о проклятом ордене. И вот здесь начинается настоящее напряжение. Если один ключевой документ способен так сильно поменять восприятие всей истории, сколько еще подобных бумаг лежит в архивах, но просто не стало частью массового сознания? Сколько процессов, осуждений и общеизвестных истин держатся не на полном наборе документов, а на удобной поздней версии? История тамплиеров пугает не романтикой мечей и тайных знаков, она пугает другим. Тем, как легко политический интерес, церковная осторожность и страх могут создать официальную картину, которая переживет века. А потом, спустя сотни лет, одна бумага внезапно показывает, все было не так просто. И если это произошло один раз, кто сказал, что не происходило в других делах? И вот что остается в сухом остатке. Мы знаем, что архивы Ватикана реальны. Мы знаем, что доступ к ним ограничен. Мы знаем, что в них хранятся документы, способные переворачивать не мифы, а представления о механике власти, веры и памяти. Но мы не знаем другого. Где заканчивается обычная архивная закрытость и начинается сознательное удержание самых неудобных тем? Что из легенд полностью выдумано? Что основано на одном реальном документе, обросшем слоями страха? А что действительно лежит на полке, но до сих пор не получило своего часа? И главное, почему вокруг этих архивов столетиями держится одна и та же атмосфера? Будто проблема не в прошлом. Будто проблема в том, что прошлое слишком легко может ударить по-настоящему. Ватикан привык жить рядом с тишиной. С тишиной храмов, с тишиной библиотек, с тишиной коридоров, где каждое эхо звучит как предупреждение. Но есть тишина другого рода, тишина архива. Она всегда выглядит благородно, почти невинно. Просто бумага, просто полки, просто история. Пока не задашь один неудобный вопрос. Если там действительно нечего скрывать, почему вход в эти залы охраняется лучше, чем доступ к многим государственным тайнам? Может быть, потому что в таких местах лежит не просто прошлое, а вещи, которые слишком опасно читать без последствий. Самые закрытые двери почти всегда стоят не там, где хранят золото, а там, где хранят версии реальности.